Здравствуйте, о погоде на завтра, Рената Камалова. На Дальнем Востоке без осадков только на Сахалине. В Южно-Сахалинске плюс 13. На остальной территории пройдут дожди. В Приморье сильные с грозами и резким ветром. Во Владивостоке плюс 15, в Хабаровске 17, в Благовещенске 18. В Сибири под защитой антициклона остается только юг Красноярского края. Там солнечные, в Абакане плюс 24. В Иркутске дожди и плюс 20. Здесь уже скажется влияние циклонов. В Западной Сибири они проявят себя в полной мере. Здесь и проливные дожди с грозами, и почти штормовой ветер, местами град. В Новосибирске 19, в Омске 15. На Урале тоже возможны грозовые дожди с порывистым ветром, в Кургане 19, в Перми 16. Большая часть европейской территории остается в тылу циклона, и температура будет ниже нормы. При этом везде не только осадки, но и ветрено. В Мурманске плюс 3, в Новгороде 13, в Смоленске 17. Ближе к Волге теплее, в Самаре 25. Но там дожди сильные с грозами. И на юге стихии все никак не успокоится. Завтра там опять сильные дожди, грозы и град. В Ставрополе 22, в Симферополе 25. В Санкт-Петербурге днем плюс 10-12 и короткие дожди. В Москве еще и ветрено, а днем всего плюс 16-18. Это все о погоде. О погоде на завтра в студии Ирина Полякова. Здравствуйте. На Дальнем Востоке первый день лета жаркой погоды не обещает. Наоборот, почти везде похолодает. На юге на волне холодного воздуха закрутится и активизируется циклон. Будут дожди, местами сильные. И в Владивостоке завтра около 15 градусов. В Хабаровске 18. Теплее станет только в западных районах. Но в Иркутской области теперь дует сильный северный ветер. В Иркутске дождь, и после вчерашней жары только плюс 18. Всех остальных холодный фронт уже прошел, значит, станет спокойнее. Только местами короткие грозовые дожди, ну и не жарко. В Новосибирске, в Красноярске плюс 22-23, в Омске 17, а вот на Урале потеплеет, местами до плюс 25, но все это с небольшими дождями. На европейской территории России лето с первого дня начнет проявлять характер. Уже вторая на этой неделе волна ненастья, и она снова мчится к нам из Скандинавии в виде активного циклона. Причем он почти мгновенно сумеет распространить свое влияние на все районы. Везде дожди, вдоль атмосферных фронтов сильные с грозами, градом, и ветер опять разгонится до штормового. Главное, чтобы не разогнался до ураганного, по всем расчетам не должен. А подогревают все процессы в атмосфере контрасты температуры. На севере по-прежнему холодно, плюс 5-10. В центре температура близка к норме, но в основном за счет теплых ночей, потому что днем плюс 15-20, это скорее майские показатели. А вот в Черноземье на Средней Волге летние значения до 26, в Воронежской области до 28. На юге погода портится. Даже в Крыму теперь дожди, уже не так жарко, около 25. А в Краснодарском крае, в республиках Северного Кавказа, а главное в многострадальном Ставрополе местами ливни и град, шквалистый ветер. Уровень воды в реках снова начнет расти. В Петербурге завтра плюс 10-12, кратковременные дожди. И в Москве дожди, ветер с очень опасными порывами. Днем плюс 16-18, а в конце недели не выше 15. Всю северную половину европейской территории России занимает сейчас глубокий циклон. Причем его ненастные атмосферные фронты протянутся до самого юга. В итоге практически везде погода будет сырой и ветреной, причем очень. А температура на севере в средней полосе будет ниже нормы. На севере завтра дождливо и по-настоящему холодно, особенно на Кольском полуострове. В Мурманске всего плюс 3, мокрый снег. В центре дожди, местами грозы, при грозе ветер может усиливаться до 20 метров в секунду, температура плюс 15-20. И это еще тепло по сравнению с концом этой недели. И в Черноземье дожди, грозы, град, порывистый ветер. В Курске плюс 19, в Воронеже 23. В Поволжье погода тоже штормовая, с ливнями, на Средней Волге до 26. И на юге снова дожди, в отдельных районах сильные, с градом и шквалистым усилением ветра. Самое печальное, что все это возобновляется и в Ставропольском крае. Уровень воды в реках снова начинает расти. В Ставрополе завтра плюс 22, и в Сочи 22, в Севастополе 23. В Петербурге плюс 10-12, кратковременные дожди. В Москве уже сегодня вечером снова пойдут дожди, а под утро столицу будет пересекать холодный атмосферный фронт. Но такой глобальной острой ситуации, как несколько дней назад, уже не будет, поскольку воздух не слишком контрастный. По ночам холодные фронты сильно не обостряются, но грозовые дожди пройдут, и при грозе ветер может усиливаться до 24 метров в секунду. Постарайтесь оставить машины вдали от высоких деревьев и рекламных щитов. Ночная температура плюс 12-14. Завтра днем столичный регион окажется в тылу циклона. Местами кратковременные дожди, ветер порывистый, но уже не штормовой. Температура дойдет до плюс 16-18. Единственный плюс в этой ситуации – чистый воздух в мегаполисе, но дальше и этот положительный момент перестанет нас устраивать. В пятницу резко похолодает до плюс 10.
Здравствуйте, Метео ТВ о погоде, в студии Алена Дублюк. По данным Гидрометцентра России, на Дальнем Востоке в области повышенного атмосферного давления останется большая часть Якутии. Там без осадков в центре 18-23. Южнее протянулся атмосферный фронт с дождями, но погода такая же теплая. В Хабаровском крае в Приморье около 20 градусов, а в Амурской области 14-19. На севере Сибири почти без перемен, а в южной половине погода заметно улучшится. В Красноярском крае дождей станет меньше, ветер уже не такой сильный, как накануне. В центре плюс 20-25, на юге до 27. В большинстве областей юго-западной Сибири около 24, лишь местами возможны небольшие дожди и грозы. На Урале погода ненастная, днем плюс 15-20, в Челябинской области до 24. На юге европейской территории России скажется влияние атмосферного фронта. В Крыму начнутся дожди, днем плюс 22-27. На Северном Кавказе с дождями, грозами и порывистым ветром, местами не исключен град, днем 24-29, в низовьях Волги до 31. В средней полосе вновь окрепнет ветер, временами дожди и грозы. В центре плюс 14-19, в Поволжье и в Черноземье до 26 градусов. На севере, на окраине циклона ветрено, повсеместно осадки, в Архангельской области плюс 8-13. В Санкт-Петербурге кратковременные дожди, ночью плюс 5-7, а днем 10-12. В Москве под утро до 15 тепла, после полудня 16-18 пройдут дожди, местами грозы, а ветер усилится до 20 метров в секунду. О погоде все. Денис, обстановка пока напряженная. Лето, похоже, задержится. А завтра на европейскую территорию с северо-запада выйдет очередной циклон. Его фронты протянутся вплоть до низовья Волги и Дона. Так что погода везде будет ненастная и ветреная. На севере до сих пор с мокрым снегом. В Архангельской области и в Карелии усилится ветер, там дожди. Достанется ненастье и средней полосе, но немного потеплеет, до плюс 20. Этот атмосферный фронт идет с дождями, грозами, усилением ветра с порывами до штормового. Все это завтра ждет центральный район. В Черноземье и на Средней Волге тоже погоду спокойной не назовешь. Там грозы, шквалистый ветер. И на юге после совсем небольшой передышки опять ливни. В республиках Северного Кавказа даже возможен град. В Ставропольском крае стихия не унимается. Уровень воды в реках останется критический. В Крыму тоже пасмурно. Прогремит гроза. В Петербурге короткие дожди и плюс 10-12. В Москве 16-18, дождь, гроза и порывистый ветер.